Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Смотри и знай». И сегодня мы поговорим о такой важной составляющей нашей жизни, которая играет огромную роль, как вода. Вода – это незаменимое питательное вещество, играющее в нашем организме важную роль. Ни один биохимический и физиологический процесс в нашем теле не сможет произойти без жидкости, поэтому правильный питьевой режим – основоположник здорового образа жизни. Он помогает снизить вес, улучшить пищеварение, уменьшить чувство голода и восстановить водно-солевой баланс. Но даже в таком на вид простом деле есть свои нюансы. Вода выполняет огромное количество функций в нашем организме. Она способствует усваиванию всех потребляемых продуктов. Если не пить достаточное количество жидкости, то из организма перестанут выводиться шлаки и токсины, которые оказывают негативное влияние на все органы жизнедеятельности. Также вода способствует снижению лишнего веса. Метаболизм, играющий также огромную роль в работе всех органов, будет замедляться без воды. Не стоит забывать, что чем больше жидкости вы потребляете, тем быстрее она выводится из организма. Давайте поподробнее рассмотрим, какую воду лучше использовать. Желательно не пить воду из-под крана, поскольку ржавые трубы увеличивают содержание железа. Также и хлорированную жидкость потреблять внутрь специалисты не советуют. Кипяченая вода также не рекомендуется к употреблению, потому что полезные соли становятся в ней нерастворимыми. Несмотря на всеобщее мнение, кипячение убивает все полезные свойства жидкости. Если такую воду оставить более чем на сутки, то в ней начинают развиваться бактерии. Именно поэтому кипяченую воду вообще не стоит потреблять, так как пользы организму она не приносит. Для здоровья наилучшим вариантом будет бутилированная вода высокого качества или колодезная, но она потребует определенных мер для очищения. Для сохранения и поддержания здоровья следует придерживаться нескольких правил. Как только проснулись, следует выпить стакан чистой воды. Полчаса после этого не употребляйте пищу и напитки. Во время или сразу после еды пить не рекомендуется, так как это нарушает процесс пищеварения. Похудению поможет стакан воды до приема пищи. Пить лучше небольшими глотками, так клетки организма быстрее насыщаются влагой. Самой благоприятной для организма будет вода комнатной температуры. Если у вас есть вредные привычки, то стоит увеличить количество потребляемой жидкости, так как она поможет организму быстрее освободиться от токсинов. Обязательно откликаться на любое чувство жажды. Организму нужно получать воду всегда, когда он этого требует. При соблюдении этих мер жидкость будет приносить максимальную пользу нашему телу. А теперь давайте поговорим, чем организм сообщает нам о том, что воды ему не хватает. Одним из симптомов будут проблемы с мочеиспусканием или потемнение мочи. Постоянные чувства жажды и голода также свидетельствуют о нехватке жидкости. Понижение артериального давления является сигналом жажды от организма. Так сколько же воды нужно пить на самом деле? Сейчас очень активно нам со всех экранов кричат, что нужно выпивать 2 литра воды в день. Но не может быть эта норма одинакова для всех людей, поэтому давайте разберемся. На каждый килограмм веса организму необходимо 30 мг жидкости. Поэтому если ваш вес составляет, допустим, 60 кг, то лично вам нужно получать 1800 мг ежедневно. Таким количеством выпитого вы будете восполнять то, что ваш организм тратит ежедневно. А именно с мочой из организма выходит примерно 500 мг жидкости, еще 500 уходят во время того, когда вы потеете. На дыхание мы затрачиваем около 400 мг. И еще 200 уходят от нас с прочими испражнениями. Поэтому хотя бы эти потери мы должны восполнять. Но не стоит забывать, что влага в организм попадает не только с жидкостью. Например, из продуктов питания мы получаем около 800 мг воды. В это количество не входят фрукты, которые доставляют дополнительную влагу. И в то же время 300 мг вырабатывает непосредственно сам организм. Исходя из таких подсчетов, можно не утруждать себя определенным количеством выпитого. Минимальное количество на самом деле составит всего пол-литра. Но бывают случаи, когда индивидуальная норма потребляемой жидкости должна увеличиться. Давайте разберем такие ситуации.
Первая ситуация. Потребность в воде увеличивается, если вы занимаетесь спортом. Из-за повышенного потоотделения жидкости из организма расходуется больше. Вторая ситуация. Из-за повышения температуры, например, в летний период, так как температура окружающей среды повышается и вероятность обезвоживания становится выше. Третья ситуация. Девушки, находящиеся в положении, или мамочки, кормящие грудью, также нуждаются в большом объеме жидкости. Четвертая ситуация. Наверное, все помнят советы врачей, что при заболевании нужно больше пить. Таким образом, все зловредные бактерии быстрее выводятся из организма. Возможно ли похудеть, просто потребляя большое количество воды? На самом деле, к снижению веса приводит только дефицит потребляемых калорий. Но вода играет здесь огромную роль. Во-первых, выпивая стакан жидкости перед едой, вы снижаете аппетит и съедаете меньшую порцию. Во-вторых, попробуйте заменить все сладкие напитки на чистую воду. Тогда суточная калорийность рациона снизится, что приведет к дефициту калорий. И в-третьих, вода играет важную роль при метаболизме. Исследования в 2003 году показали, что потребление хотя бы полулитра жидкости ускорили метаболизм на 30%. Поэтому, потребляя больше жидкости, вы увеличиваете расход энергии примерно на 95 калорий. Такие советы не позволят вам скинуть десятки килограмм, но от парочки лишних избавиться точно помогут. Поэтому, дорогие друзья, прислушивайтесь как можно чаще к своему организму. Как правило, он сообщает о всем, что ему необходимо. А подписавшись на наш канал, вы сможете еще быстрее распознавать сигналы вашего организма. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!